Всем привет! По вашим пожеланиям продолжаем рубрику «Идеи от Андрея». В первую очередь делаем новую конструкцию, в этот раз достаточно простую. Сначала вырезаем основу для противня, шлифуем края, привариваем металлическую ленту и обрезаем лишнее. Осталось сделать ручки и растопить печь. Заметили, что у Андрея новый инструмент? Вы не раз писали в комментариях, чтобы мы купили Андрею болгарку с защитой. Вы правы, это же беспечно, а его надо беречь. А еще мы любим беречь свое время и деньги. Поэтому всю информацию ищем в одном e-каталоге. Итак, выбираем свой регион, название «Болгарка» и вбиваем приемлемую цену. Андрей давно присматривался к этому бренду. Для него важно, чтобы инструмент быстро, аккуратно и безопасно шлифовал и резал металл. А еще, чтобы удобен был для рук и мало весил. Теперь выбираем, где купить по вкусной цене. Вы знаете, ничто не учащает пульс сильнее, чем хорошая скидка. И, наконец, просматриваем динамику цен. Когда есть сомнения, стоит перейти в раздел «Сравнение» и полностью утвердиться в своем решении. Для получения максимальной информации смотрим фото, видео и читаем обсуждения. Быстрый онлайн-подбор за считанные минуты. Все цены в надежных и проверенных магазинах вы найдете в одном месте. Ссылку на e-каталог оставляем внизу. Андрей, что будем готовить сегодня? Конечно, мясо. На рынке я купил нового молодого быка за 3000 гривен. Это 8300 рублей, либо $106. Она весит аж 22 кило. Перед тем, как мариновать мясо, делаем надрезы. Далее посыпаем солью и натираем. Берем смесь перцев и сдабриваем говядину. Пока мясо маринуется, подготовим намазку. Для этого берем 300 грамм сливочного масла, 6 столовых ложек паприки и 2 столовые ложки сухого розмарина. Все тщательно перемешиваем и затем намазываем мясо во всех местах, даже в складочках. Еще нам потребуется очищенный чеснок, крупный лук и морковь. 5 луковиц рубим шайбами. Чеснок на крупные куски, а морковь нарезаем кольцами. Андрей погорячился и купил 40 килограмм гончарной глины, думая, что часть останется. Освобождаем глину от пленки и с помощью влажного ножа режем ее на куски. Затем делаем лепешки толщиной в 1,5 см и покрываем ими дно поддона. Сверху застилаем фольгой . И выкладываем сначала морковь, а затем лук и чеснок. Далее кладем мясо. Запечатываем в фольге и вставляем кулинарный термометр ближе к кости.
Сформировав панцирь из глины, влажными руками замазываем все трещины. Дрова в печи прогорели, теперь распределяем жар по поду. Мясо будем готовить 5 часов при температуре 180 градусов. Говядина полностью прожарится, когда внутренняя температура мяса будет 71 градус. В 23 часа мы поставили говядину в печь. В час ночи Андрей добавил еще дров, так как внутренняя температура мяса была только 40 градусов. А в 3 часа ночи наш термометр пищал вовсю и говорил: «Молодцы, вы проспали». При этом внутренняя температура мяса достигла 80 градусов. С камнем на сердце мы разбираем мясо. Таня, все хорошо. Мясо почти не подгорело. Ты же знаешь, чем ближе к кости, тем слаще мясо. Даем время отдохнуть мясу 30 минут. За это время соки равномерно распределятся по всему куску. Любая история без любви такая же пресная, как мясо без гарнира. А для гарнира мы берем сначала кабачки, нарезаем вдоль и кладем в большую емкость. Затем таким же способом крошим обычные баклажаны округлые кольцами. Болгарский перец делим пополам, чистим от семян и кладем в тарелку. Туда же шампиньоны и заливаем все маринадом. Для его приготовления мы взяли 3 столовые ложки бальзамического уксуса, 2 столовые ложки меда, 5 столовых ложек растительного масла, 1 столовую ложку морской соли, 1 чайную ложку белого перца и 1 чайную ложку гранулированного чеснока. Оставляем мариноваться на 15 минут. Высыпаем раскаленные угли и выкладываем на решетку сначала кабачки и грибы, а затем баклажаны, острые и сладкие перцы. Жарим с обеих сторон 3-5 минут, пока не появится румяная корочка. Пришло время отделить мясо от кости. Слегка терпкий, густой и сладковатый запах прожаренного мяса приятно заполнил всю кухню. Мясо хоть и подгорело, но получилось ароматным, вкусным и сочным. Порадовал и гарнир, особенно грибы. Будьте щедры на лайки для Андрея, он старался. И если наберется 35 000 лайков, то новая идея от Андрея не за горами. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!